Всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia, и сегодня я буду показывать вам игру не в том виде, в котором вы привыкли их видеть, то есть не в финальном печатном варианте, как мы это обычно делаем, а в прототипе. Поэтому я прошу не обращать внимания на компоненты и на оформление, потому что все еще может поменяться. Обязательно, например, вот такие штучки в игре, такие вот жетончики, это кони. Они будут деревянными миплами вот такой резной формы, как нарисовано на самой вот этой картиночке. Тем не менее, даже в таком виде игра выглядит великолепно, и я смогу показать вам, в чем заключается ее игровой процесс. А настольная игра это называется Строганов, и ее действие проходит в те времена, когда семейство Строгановых получило специальную грамоту от Ивана Грозного. Эта грамота позволяла им продвигать влияние царя в Сибирь, и стоит отметить, что к этому моменту Строгановы уже строили в дарованных им землях города и крепости, но именно такое разрешение позволило им стать еще более влиятельными историческими фигурами. Они нанимали к себе казаков на службу, и, кстати, это именно они финансировали поход Ермака. Несмотря на то, что Строгановы и воевали с татарскими ханами, и подавляли народные восстания в отведенных им землях, и даже имели огромное количество различных производств, в том числе, например, соли, на которую они и вылезли изначально, эта игра не будет касаться данных вопросов, она будет посвящена исключительно исследованию Сибири и добыче пушнины. Итак, давайте же посмотрим, как играть в Строганов. В начале игры каждый игрок получит себе вот такой планшетик. На него он поместит себе один крестик, это ваши форпосты, и поместит вот сюда вот жетон исследования. Все эти жетоны, кстати, будут разной формы. Игровое поле разложено, у нас выкладываются 5 специальных тайлов стартовых, у них на обратной стороне написано S, и 7 тайлов случайным образом подобранных из колоды, в ней осталось еще. И это олицетворяет земли, которые мы будем исследовать и в которых мы будем охотиться. На каждый тайл в зависимости от количества игроков, то есть вот здесь, например, написано 4, и это место будет занято только если мы играем вчетвером, выкладываются специальные животные из мешочка. Также специальные квадратики животных, то есть смотрите, видите разница, да? Вот тот же самый барсук, вот это тайл шкуры, а это тайл, соответственно, обозначающий, какая шкура полезнее всего в этом конкретном регионе. В данном случае у нас в первом регионе полезны барсуки, дальше у нас кролики, пумы, олени и так далее. Раскладывается 5 жетонов специальных по каждой из локаций. У нас 5 основных зон. И один выкладывается вот сюда. Это самый ценный мех будет на данную игру. Этот мех позволит вам делать дополнительные действия, если вы будете его тратить. Также у нас 6 жетонов меха выкладывается на рынок. И рынок является тоже очень важной частью игры. По факту эта игра является игрой, основанной на механике выбора действий. И каждый ход игроки будут иметь определенный набор этих действий, в зависимости от того, что они сделали до этого, или в зависимости от того, что они планируют сделать. Действий может быть немного меньше или немного больше, но сейчас я про это расскажу подробнее. Итак, как вы видите, у нас вот здесь есть места, отведенные специально под форпосты, и если вы играете вчетвером, то все они будут свободны, но, как вы понимаете, крестиков всего 3, и кому-то места не хватит. Кто-то не сможет построить там свою базу в этой конкретной зоне. Если мы играем втроем, как я вот сейчас, например, разложил, то неиспользованный цвет закрывает по одному крестику в каждой зоне. Таким образом, вам будет достаточно тесно, и вы сможете лишить оппонентов возможности построить форпост там, где вы свой построили уже. Итак, давайте посмотрим же, что у нас на игровом поле в принципе. Самая верхняя полосочка — это трек победных очков. Дальше у нас идет трек времени. Игра будет играться 4 года. В каждом году, как вы понимаете, есть 4 сезона. Начинаем мы с весны, потом у нас идет лето, потом идет осень. Зима — это абсолютно отдельный вид раунда. И так мы пройдем 4 года. И после этого победителем будет тот, кто наберет больше всех победных очков. Следующим у нас идет памятка по тому, как победные очки мы получаем в конце игры. Дальше у нас идет рынок, которым мы будем регулярно пользоваться в ходе игры. Дальше у нас идет памятка по поводу того, как мы с рынка можем получать дополнительные шкуры. Дальше у нас идут 2 плашечки такие специальные, и вот на них я остановлюсь подробнее, потому что они как раз расскажут про то, как мы ходим каждый ход. Обратите внимание на вот эту плашечку, над которой нарисованы символы весны, лета и осени. Весна, лето и осень — это абсолютно одинаковые раунды, в которых каждый игрок по очереди будет делать ряд своих действий. И действия у нас указаны вот здесь. Первое действие, которое должен сделать игрок, это он обязан продвинуться дальше на восток. Он берет своего
основного казака и отправляется либо на одно, либо на два отделения, как написано вот здесь. Если он хочет, он может добавить одного из своих коней для того, чтобы увеличить свое движение до 3. Если он добавит 3 коня, то есть видите, вот фиолетовые кони это 3, а серые кони это 1. Он сможет продвигаться дальше. Если он добавит 6 коней, сможет продвинуться еще больше. Ну, например, он пошел сюда. Далее у него есть возможность сделать одно базовое действие. И базовые действия в игре у нас обозначены серебряными колечками, их достаточно много. Вы сможете получать деньги, сможете двигаться назад или вперед, сможете получать коней, охотиться. Это очень важное действие. Как я думаю, вы понимаете, что деньги получить и коней получить, это просто вы взяли себе денежку или взяли себе коней. Сколько там указано. А вот с действием охоты нужно остановиться подробнее, потому что, как вы видите, у нас на каждой локации, на каждой зоне отдельной есть свои виды животных, которые там водятся, и мы сможем на них охотиться и добывать пушнину. Например, вот в этой зоне у нас есть кролик и 2 лисы. Если бы мы стояли здесь, за одно действие охоты мы могли бы забрать себе жетон кролика. Эти жетоны как раз являются основной игровой валютой, наравне с деньгами и лошадьми, но деньги и лошади это скорее валюта, которую вы постоянно тратите, а с мехами вы будете делать абсолютно различные вещи. Например, мы могли бы за одну монету, как это указано в памятке, мы могли бы поохотиться еще раз и взять лису. Есть различные манипуляции, которые позволяют вам спускаться ниже, пропускать животных за лошади, но на этом мы сейчас не будем заострять внимание. Имейте в виду, что просто у вас реально много различных возможностей по тому, как вы можете охотиться и как вы можете двигаться. Все это указано здесь в памятке. То есть, если вы хотите пропустить какое-то животное, вам всего лишь надо будет скинуть коня дополнительного. И у нас есть еще одно базовое действие, которое называется торговля. Оно обозначено вот здесь. И, как вы понимаете, при дворе царя сейчас очень ценен мех лисий. И если у вас есть лисы, как, например, у меня вот здесь вот, да, мы могли бы сдать лису и за это сделать аж целых 2 действия, которые помещены в фигуры такого типа. То есть их всего 4, 2 и 2. Это взять монетку, то есть могли бы взять дважды это действие, или, например, взять монетку и продвинуться по треку сказаний. Про него я расскажу еще тоже отдельно. Либо могли подвигаться назад или вперед, либо получить 3 коня. В любой комбинации 2 этих действия, даже 2 одинаковых можно было бы сделать. Это очень выгодно, хотя меха, конечно, это тоже хорошая штука, которую стоит оставить себе. Итак, когда вы это сделали, у вас появляется теперь развилка. Она говорит о том, что вы можете сделать либо еще одно базовое действие, любое из тех, которые я уже сказал, либо сделать продвинутое действие. Все эти продвинутые действия обозначены колечками золотыми, и можно было бы их сделать. Например, первое, что у нас есть, это колечком обозначено размещение форпоста. Мы можем разместить там свой форпост, если у нас есть крестик на нашем планшетике. У нас изначально 4 крестика лежат в резерве, и 1 крестик лежит сразу на планшете. Мы могли бы разместить свой планшет. Если бы мы играли вчетвером, то первый бы стоил 0, дальше то либо 1, 1 лошадь и 2 лошади. Далее что можем сделать? Мы можем посетить деревню и за это получить то, что они указаны. Деревень у нас 5, они случайным образом выкладываются на поле, и всегда именно эти 5 деревень есть в игре. Они нужны для баланса, потому что каждый из них дает специальные ресурсы, которые по-другому могли бы и не получить. В частности, например, вот это очень важная деревня, которая будет позволять вам перекладывать из резерва крестики к себе на планшет. Получили такую плашечку и 4 коня. Здесь мы могли получить животное с рынка. Эти весы обозначают рынок. И как только животное с рынка уходит к нам в руку, мы выкладываем новое абсолютно из мешочка на игровое поле. Дальше, соответственно, вот здесь это мы могли продвигаться по треку исследования. И трек исследования позволяет нам получать дополнительные ресурсы и, соответственно, получить много победных очков в конце игры. В частности, как это происходит. Когда вы используете вот такой символ, вы обязаны заплатить вот такую шкуру, которая у вас следующая, для того, чтобы передвинуть маркер сюда. За это в конце игры вы уже будете получать одно победное очко, и прямо сейчас можете взять тот бонус, который написан напротив, или выше. Это здорово. Например, если вы будете уже вот здесь, да, то вы сможете выбирать любой из этих бонусов. Есть специальные карточки, которые позволяют вам выбирать бонусы ниже. Есть карточки, которые позволяют вам получать бонус дважды и так далее. Это все очень интересно. Но также, если вы выполняете это действие, вы не обязаны двигаться. Например, если у вас нет шкурки оленя, вы дальше не подвинетесь, но все равно можете это сделать действие и получить бонус, который уже был. Это тоже очень полезная штука. На этих штуках можно строить комбинации, то есть вы пошли туда, сделали одно, сделали другое, сделали третье, подвинули здесь, за это получили что-то еще, например, получили еще одно золотое действие деревни и так далее. Либо вы можете посетить юрты кочевников, они у нас обозначены таким вот образом, и забрать их себе, за это получить ресурсы, которые на них указаны. Это здорово, потому что другие игроки этого уже не получат, а там достаточно много полезных ресурсов. То есть, например, вот эта штука позволяет вам не только продвинуться по треку исследования, но также и получить 2 продвижения по треку сказаний. Очень круто сделано, смотрите, что здесь и деревни закрывают друг друга и вписываются в ландшафт. И юрты тоже как бы на каждом планшетике они сделаны так, что вы кладете и картинка совпадает. Очень приятно. Также золотым действием у вас есть возможность взять карту желания короля. В начале игры каждый игрок получит по одной такой карте.
И это, скажем так, задание дополнительное, которое вы можете выполнять. Каждый из них содержит требование иметь определенное количество меха и сбросить определенное количество меха. То есть, например, вот для этой нужно иметь 4 лисьих меха и сбросить один. Видите, он рамочкой помечен. За это вы получите сразу одно победное очко. И вот на этом я тоже хотел бы остановиться подробнее, потому что, видите, победные очки обозначены. Это реально герб Строгановых. Но есть один момент в том, что герб Строгановых есть в таком виде и есть в серебряном виде, как вот здесь на планшетиках. Он в данном случае отзеркален. Серебряного герба Строганова такого не было, были с золотой полоской, но вот эти победные очки даются вам сразу, а вот эти даются в конце игры. Это сделано для того, что некоторые очки вы сможете получать несколько раз за игру, то есть, например, вот здесь, проходя туда-сюда, в конце игры вы не смогли посчитать, сколько раз вы прошли, получив вот это победное очко. А серебряный будет даваться вам в конце игры за достижения, до которых вы добрались. То есть, например, если вы надвигаетесь на треке исследования до конца, вы получите 10 победных очков. И таких есть несколько штук в игре. И последнее действие, на котором стоит остановиться, продвинутое, это действие захвата территории. Вы сможете забирать эти территории себе. Для этого вам нужно будет тратить меха, которые обозначены в этом регионе. 2 меха вы потратили, забрали себе планшетик, но плюс по одному меху придется заплатить за каждое животное, которое осталось в этом регионе, плюс его мех тогда вы заберете себе. То есть в данном случае, чтобы забрать вот этот вот планшетик себе, мне нужно было потратить 2 меха хорька за то, чтобы просто взять тайл, и еще 1 мех хорька за то, чтобы взять себе вот эту лису обратно. Он уходит сюда, я сразу получаю все, что написано вот здесь. То есть я сразу получаю 2 победных очка, 1 мех я получаю с рынка и сразу получаю 1 монетку. Монетки в этой игре это очень важный ресурс, который очень трудно получить. Но они очень полезны, потому что в любой момент игры ваш мех плюс монетка равняется одному любому другому меху. И это можно использовать как на таких карточках. То есть, например, у меня было бы 3 лисы и, например, хорек. Я бы сказал, что окей, мой хорек на время стал лисой. И при этом я выполнил задание царя, подложил его себе сюда, и за это буду получать различные бонусы. Что происходит дальше? После того, как вы выполнили одно свое действие, основное или продвинутое, дальше вы можете выполнять действия, которые у вас указаны на таких карточках. То есть, например, видите, вот эта классная карта, которая говорит, что осенью вы также можете выполнить одно дополнительное действие продвинутое в том месте, где стоит ваш казак или где вы имеете форпост. Очень круто. То есть, если вы выполнили вот эту вот штуку за 5 барсуков, подложили ее себе сюда, каждую осень вы будете получать дополнительное действие, и это сильно поможет вам в достижении победы. Дальше, соответственно, у вас есть возможность доплатить и выполнить еще действие. Либо продвинутое в том регионе, где вы находитесь, где стоит ваш форпост, если вы платите именно мех того региона, в котором вы находитесь. Как это могло бы выглядеть? Например, мой красный человечек стоит вот здесь, а у меня есть форпост вот здесь. Я мог бы сказать, что окей, я буду выполнять дополнительное действие, продвинутое, то есть золотое, например, я хочу пойти вот в эту деревню. За это мне надо будет заплатить мех этого региона. И я могу заплатить либо оленя, либо лису и 1 монетку, и выполнить это действие, за это продвинуться по планшету и так далее. Таким образом у нас проходит весна, лето и осень. У нас здесь будут разбираться животные, будут, соответственно, пустеть леса, будут пустеть горы, будут пустеть реки. И это тоже, кстати, очень важный момент, потому что, как видите, у каждого региона есть свой символ. Всего их 4. Это леса, горы, поля и реки. Если вы к концу игры накопите набор из 3 разных или из 4 разных, вы будете получать победные очки дополнительно за это. Итак, что же происходит зимой? Для зимы у нас есть отдельная памятка. И зимой все исследователи возвращаются обратно, чтобы петь песни о своих сказаниях. Для начала, как видите, в памятке мы получим все по 2 лошади. После этого за каждый такой жетон, который у вас есть, за каждый баннер казаков, к вам присоединятся еще казаки и приведут еще лошадей. Далее вы будете выполнять те действия, которые у вас указаны на карточках желаний царя с символом зимы. То есть в данном случае вы получите, например, сразу 3 лошади, если у вас выполнено это желание царя. Есть также карты, которые позволяют вам получать дополнительные действия зимой, и при этом там действия нарисованы вообще здорово, потому что там нарисованы они пустым колечком, золотым, без необходимости иметь казака или форпост где-либо. И это круто, когда вы можете зимой сделать действие в любом месте, вне зависимости от того, где вы находитесь. Например, поместить форпост в то место, где вы не проходили даже. Это здорово. После этого все казаки возвращаются обратно. И мы начинаем петь песни и рассказы сказания. Вот у нас, поскольку игра разложена на 4, соответственно, вот этого не будет, этой песенки. В ходе игры, набирая вот такие символы, мы двигались по треку сказаний и оказались в конце раунда в каком-то месте к зиме. Мы сможем, в зависимости от порядка хода игроков,
петь песни о своих великих делах. Очень важно, что любым образом, получив шкуру медведя, вы тоже будете продвигаться по этому треку, и здесь об этом тоже есть памятка. Вообще, в принципе, стоит заметить, что на игровом поле памятки достаточно хорошие, за исключением того, что вот, может быть, вот этот момент не очень понятен, но к нему вы привыкнете за одну партию. Вы будете петь песни и рассказывать сказания. Выглядит это достаточно просто. Вам нужно вернуться назад на столько делений по этому треку, чтобы получить какой-то бонус. Как вы видите, например, здесь у нас есть возможность за 5 выполнить продвинутое действие, за 2 взять шкуру из мешка или за 2 получить монетку. Вначале, конечно, это все очень маленькие бонусы, и вы не совсем понимаете изначально, зачем гнаться за сказаниями. Но, как вы видите, у нас почти все компоненты, что здесь, что вот здесь, обозначены буковками А и Б. И когда у нас закончатся буковки А это произойдет после 2-го года, мы начнем играть по буковкам Б. Даже вот эти карточки также обозначены буквами А и Б. И Б гораздо сильнее, и это реально прям классные эффекты, к которым вам нужно подготовиться, но они требуют больших ресурсов для того, чтобы их получить. После того, как мы рассказали сказания и спели песни, наши казаки возвращаются обратно на стартовый тайл. И вот здесь я остановлюсь подробнее про то, как мы выбираем первого игрока и кто у нас ходит первым каждый раунд. Осенью, зимой, весной и так далее. Эта штука мне в игре очень понравилась, потому что когда вы двигаетесь в свой ход, вы, соответственно, можете пройти на разное количество делений. Вы можете доплачивать лошадей, вы можете тратить на дополнительные базовые действия для того, чтобы уйти как можно дальше. Например, красный игрок ушел сюда, желтый ушел сюда, синий ушел сюда. Это самый ярый исследователь Сибири, он больше всего тратит ресурсов на то, чтобы уйти подальше и раздвинуть границы Российской империи, и поэтому его нужно вознаградить. Тот игрок, который ушел дальше всех на восток в предыдущий раунд, будет ходить первым в следующем раунде. То есть, например, в следующий раз он пойдет сюда, а желтый его обгонит в свой ход, а синий придет к желтому. Вот здесь важно. Желтый останется первым, а синий будет ходить вторым. В следующем раунде желтый будет ходить первым, синий вторым, красный третьим. И в этом же порядке будем петь песни. Иногда это очень важно, потому что, например, появилась классная песня за 9, и там будет важно, кто первый споет, если у 2 или 3 игроков есть 9 ресурсов. Это очень важно, потому что трек не безграничный, и вы в каждом раунде откатываетесь назад, и можете вполне за один раунд набрать достаточно много ресурсов. Таким образом, у вас закручивается игра, вы постоянно набираете себе ресурсы, и здесь очень круто работает обмен одних шкур на другие, потому что, во-первых, вы можете поменять более дорогую шкуру на более дешевую на рынке, абсолютно не тратя на это никакие действия. Либо вы можете поменять 2 шкуры любые на одну любую, также не тратя на это действие. Вы можете поменять 5 лошадей на шкуру с рынка или вытащить шкуру из мешка. Вы можете получать шкуры здесь, и все это нужно для того, чтобы вы, во-первых, выполняли задание короля, для того, чтобы вы продвигались по этому треку, для того, чтобы вы оплачивали получение вот этих тайлов, для того, чтобы вы двигались по треку победных очков различными способами. В конце каждой зимы вот эти жетончики сдвинутся сюда. Жетончики, которые, например, были забраны игроками, тоже не возвращаются. Эти сдвигаются и достаются новые. Полностью шкала обновляется рынок, и вы начинаете новый ход. С ходом игры у вас будут пустить первые регионы, и вам будет дешевле их захватывать, но тем ценнее станет мех, потому что здесь уже все выловили, а сюда будут двигаться новые жетоны. Очень важный момент еще один. Как в начале игры, вот то, что я изначально сделал, так и в каждом раунде на последний тайл всегда будет выкладываться жетон тигра. На него хоть с последним. И тигр — это либо любая шкура, которую вы хотите, он заменяет любую шкуру, не добавляя за нее монетку, либо это 2 победных очка в конце игры. Тигры очень полезные, они реально могут вас выручить. Рассказать про то, какие комбинации вы здесь закручиваете и как комплексно играется эта игра в рамках обзора, вряд ли возможно, потому что здесь действительно каждый ход вы решаете определенную головоломку из последовательности тех действий, которые вам нужно сделать. При этом вы вкрапляете туда дополнительные действия в виде обмена, покупки на рынке и так далее. И вы постоянно закручиваете комбинации из того, что вы делаете в основных и продвинутых действиях, из того, что у вас есть на выполненных задачах царя, из того, что вы хотите выполнить какие-то дополнительные задачи. Очень круто то, что вы можете, например, хорошо сыграть на одних и тех же мехах. То есть, если, например, вам выпали несколько заданий на барсуков, вот, например, да, вот таким вот образом, вы взяли одно, второе, третье, конечно, если оппоненты вам разрешили это сделать, они, не очень молодцы. Но, с другой стороны, если вы собрали много барсуков, вы круто поступили. И выполнить сначала вот это, сказать: уважаемый Иван Васильевич, у меня есть 5 барсуков, вот они все есть, отдаю одного вам. Выполнили. Дальше вы ему говорите: уважаемый Иван Васильевич, у меня есть 3 барсука, одного отдаю вам. Выполнили. А дальше вы говорите: уважаемый Иван Васильевич, у меня есть 2 барсука всего, но у меня есть лиса и монетка, и 2 из них я отдаю вам, и выполнили еще и это.
И тем самым вы получили себе 4 победных очка сразу, получили себе зимой дополнительную монетку, получили себе осенью дополнительное действие и получили себе возможность охотиться на соседних локациях, что очень круто. При этом вы будете также зарабатывать вот эти вот победные очки. Вы будете расставлять форпосты, которые тоже дают неимоверное количество победных очков. Кроме того, что они позволяют вам выполнять действия, и мест для них достаточно ограничено, вам постоянно нужно иметь в виду, что вы делаете и куда спешат оппоненты. Например, вы прекрасно понимаете, что каждый игрок будет гнаться вперед, чтобы ходить первым, потому что здесь это очень важно. И каждый игрок будет стараться получать себе вот такие жетоны, чтобы они достались вам. Поэтому и за другими игроками следить надо, и самому не плашать. Вот такая вот достаточно комплексная и даже в прототипном варианте очень красивая игра от издательства Game Brewer. Мне очень понравилась механика с углублением в Сибирь и выбором первого игрока. Мне очень понравилось то, как работают рынки и то, как работают вот эти вот разные жетоны шкур, потому что ценность каждой это важно. Чем более ценный мех вы берете, тем проще вам его выменять. В игре достаточно неплохая памятка прямо на игровом поле, но поле занимает довольно много места на игровом столе. Возможных действий в игре тоже очень много, и каждый сможет попытаться найти свой отдельный путь к победе, пойти через указы царя, пойти через сбор меха или пойти через комбинации вот таких вот тайлов. Но я заметил здесь одну интересную и приятную отличительную особенность, что здесь для того, чтобы выиграть, вам нужно успеть попробовать везде. Не удастся вам упороться в какой-то определенный момент, например, там собрать слишком много тайлов или поставить все форпосты. Одно это вам победы не даст, вам нужно делать всего и желательно побольше. Еще раз хочу остановиться на том, что в игре очень приятное оформление, приятные иллюстрации. И единственное, наверное, чего мне не хватило в этой игре, это может быть небольшой асимметрии персонажей. То есть да, в начале игры каждый получит себе стартовую цель от короля, но как бы это не такая большая асимметрия, как могла бы быть. Если вы любите комплексные игры, и если вам нравятся красивые евро, я рекомендую обратить вам внимание на игру Строганов. А с вами был Юра, вы смотрели Geek Media, всем пока!